в Россию начали возвращаться иностранные туристы. Здесь надо сказать: вау, наконец-то! Конечно, иностранные туристы были в России раньше, но их было очень-очень мало. И я бы сказала, только из стран, которые находятся вот прям рядом. Не все страны могли приехать в Россию раньше. Сейчас с 1 апреля начинают открываться больше и больше границ, открываются другие страны. То есть иностранцы уже могут приехать в Россию. Россияне ездили за границу, да, то есть были страны, ну, например, в Турцию, вот в Анталию, в Турцию. Очень много россиян ездило в Турцию еще, кажется, с прошлого лета. Конечно, там определенные правила, но ездили. На Мальдивы открыт доступ, Турция, Тунис и так далее. Нет, кстати, Тунис еще не открыли. Да, ну, уже можно куда-то ездить, путешествовать, и россияне это активно делают. Не в 100% количестве, как это было раньше, до ковида, но все равно, я бы сказала, 30% российских туристов также путешествуют. Все примерно то же самое осталось. Теперь читаем новость. Так. В России начал возобновляться въездной туризм. По данным операторов, в страну едут группы из Египта и ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты. И есть бронирование из Индии, сообщает Атор. Остановимся здесь. Возобновляться. Что такое возобновляться? Здесь вы видите слова «новый», «нов», обновление – это когда добавляют что-то новое, а возобновляться – это еще раз добавляют что-то новое. То есть еще раз открывают границу, и иностранцы могут приехать на территорию России. И это мы знаем это сообщает Атор, это ассоциация туроператоров, туристических операторов. Уже едут группы, то есть уже купили билеты группы из Египта, Объединенные Арабские Эмираты, и даже есть группы туристов из Индии. Первые гости из Египта уже прибыли в субботу, 27 марта, то есть уже приехали на прошлой неделе. Это небольшая группа из 12 человек. Они поедут по классическому для иностранцев маршруту. 3 дня в Москве, затем в Санкт-Петербург, рассказал управляющий директор туроператора Игорь Кузьмин. То есть не с апреля даже, я вам неправду сказала, не с апреля открыли границы, а уже с конца марта, уже 27 марта приехали туристы из Египта. Небольшая группа, всего 12 человек, и они едут, то есть они уже сегодня в Санкт-Петербурге. Если 27-го в субботу они приехали в Москву, 3 дня они были в Москве, суббота, воскресенье, понедельник, ну, может быть, вторник, но сегодня они уже путешествуют, гуляют по Санкт-Петербургу. И эта информация, это управляющий директор туроператора Игорь Кузьмин. Я так понимаю, что это тоже ассоциация туроператоров. Как вы думаете, это хорошая новость, что уже приезжают туристы в Россию, или не очень? По словам Игоря Кузьмина, в начале апреля компания также ожидает путешественников из Индии. Однако пока не ясно, сможет ли состояться эта поездка, так как страна продлила запрет на международные рейсы до 30 апреля. Что говорит Игорь Кузьмин? Напомню, это управляющий директор туроператора какого-то, не знаю, неизвестно какого туроператора.
Он говорит, что в Индии, то есть в апреле они планируют, что приедут туристы из Индии. То есть по плану приезжают туристы из Индии. Путешественники – это те же самые туристы, люди, которые путешествуют. Но пока не ясно, то есть непонятно, точно неизвестно, смогут ли приехать туристы из Индии. Почему? Потому что Индия продлила, то есть пролонгировала, увеличила запрет, то есть когда нельзя, запрет на международные рейсы, то есть интернациональные рейсы, самолеты не летают до 30 апреля. Как они планируют приехать в Россию, пока непонятно, но российские туроператоры их ждут. В другой компании подтвердили начало первых заездов организованных туристов, но обратили внимание, что в основном это индивидуальные путешественники, семьи и мини-группы по 10-20 человек. Еще один российский туроператор подтвердил, то есть он сказал: да, так и есть, это правда, что начали приезжать, заезжать. Какая разница между приезжать и заезжать? При и за префикс. Приезжать, когда они просто сюда приехали, и у нас нет информации, как долго они здесь будут, будут ли они только в Москве или еще планируют куда-то уехать. Вот просто у нас есть, что они здесь, они будут здесь. А что такое заезд? Это значит, они приезжают, но недолгое время будут на территории России. Вот это разница, приезд и заезд. Организованных туристов, которые собираются вместе, то есть, да, они начали приезжать, организованные группы туристов, но их немного. Обычно это вот индивидуальные путешественники, то есть либо такие вот маленькие группы, либо это одна какая-то семья, 2-3 семьи вместе собрались, организовались и поехали путешествовать, поехали в туристическую поездку. Это 1, 2, 3 человека, друзья, или вот группа 10-20 человек, которые просто пришли к туроператору и сказали: мы хотим поехать в Россию. И их собрали в группу. Вы понимаете, да, что группа туристов – это не только которые вот приехали одной группой, и теперь они в России разбредаются, то есть идут куда хотят. Нет, группа туристов – это когда они приехали, их встретил оператор, туристический оператор, гид, и он им всем вместе показывает Москву, как мы уже прочитали, да, там, например, 3 дня. Потом они вместе едут в Санкт-Петербург и так далее, и вместе улетают обратно. Вот это вот для туристических компаний это называется группа туристов. Так, следующее. Крупные заезды могут быть только если речь идет о спортсменах. Так, например, недавно мы обслуживали группу из Японии, участвовавшую в чемпионате мира по сноуборду 2021 среди юниоров в Красноярске, говорит коммерческий директор въездного дивизиона туроператора Татьяна Олейникова. Давать прогнозы, сколько же организованных иностранных туристов посетит Россию до конца года, очень сложно, так как сейчас еще ограничено количество рейсов с теми странами, откуда в Россию могут прилетать путешественники. Крупные заезды. Раньше мы с вами прочитали про мини-группы, маленькие заезды, да, то есть это максимум 20 человек. Крупные заезды, я так понимаю, это 30, 50, 100 человек. И такие заезды уже в России были. Например, спортсмены из Японии. Это спортсмены-сноубордисты, которые приезжали, молодые юниоры, которые приезжали на чемпионат мира по сноуборду в город Красноярск.
Я так понимаю, что это была большая группа, ну, может быть, не 100 человек, но больше 20, там, наверное, 10 спортсменов, ну, может быть, их больше было, да, и тренер, и, там, не знаю, врач и так далее. Люди, которые работают с этими спортсменами. Они приезжали вот обслуживать, и это туристическая компания, туроператор обслуживал, то есть он устраивал для них туристические поездки, не знаю, там экскурсии, туристические экскурсии, он искал для них гостиницу, он, может быть, он возил их по городу, то есть предоставлял транспорт, автобус. Это называть обслуживать группу. И это мы знаем и от слов Татьяны Олейниковой, она коммерческий директор. И она же говорит, что давать прогнозы, то есть говорить о том, что будет дальше, потом, пока еще очень сложно. И они не могут сказать, они даже ничего не могут предполагать, ожидать, что будет дальше, потому что очень много стран все еще не разрешают путешествовать, не разрешают выезжать своим гражданам из своей страны и даже не разрешают, чтобы другие граждане приезжали, то есть иностранцы приезжали. И до конца года, то есть до конца 2021 года, пока это еще ситуация все непонятна. Я знаю, есть страны, где вообще полностью закрыты границы, вот, ну никак не приехать. Россия не такая страна. В Россию можно приехать, из России можно уехать. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что все это очень так вот субъективно. У нас у каждого может быть на это свое мнение. Но ковид в России тоже есть. Мы не такие уникальные люди, кто не болеет этим. Ковид в России есть, но мне кажется, что просто в России к этому как-то очень по-другому относятся. А хорошо это или плохо, время покажет. Так, и еще в настоящий момент большинство гостей из ОАЭ, это Объединенные Арабские Эмираты, из Египта, Индии, едут в Москву. Здесь они в основном посещают музеи Московского Кремля, Красную площадь, совершают экскурсии по станциям метро. Индийские туристы предпочитают комбинированные программы, то есть программы Москва плюс Санкт-Петербург с осмотром Эрмитажа и Петропавловской крепости. Ну, здесь вот такие вот статистические данные. То есть здесь у нас информация по статистике, что большинство, большее количество туристов или гостей, которые приезжают в Россию, они едут в Москву. Большинство, ну, мне кажется, это было примерно так же всегда. Наверное, только Москва и Петербург, наверное, 50-50, 50 на 50 были. И это гости, иностранцы из Арабских Эмиратов, из Египта и из Индии. И они приезжают в Москву, чтобы погулять по музеям. Это Кремль, Красная площадь. Еще, кстати, туристы очень любят ходить на экскурсию по московскому метро. Я никогда не была на экскурсии по московскому метро. Я предполагаю, что это не очень удобно, потому что в московском метро очень много людей. А вот, например, индийские туристы предпочитают, то есть они любят, им больше нравятся комбинированные программы, комбо, когда и Москва, и Петербург. Это то, что мы с вами читали раньше, 3 дня в Москве и, например, 1-2 дня в Петербурге. Если вы планируете приехать в Россию, то я вам не советую очень быстро проезжать по Москве и по Петербургу. В Москве очень много интересных мест, и в Петербурге таких мест не меньше, а я бы даже, может быть, иногда сказала, что даже больше. Потому что, ну, факт, в Петербурге больше музеев, чем в Москве.
Да, я вот так думаю, что все-таки в Петербурге больше музеев, чем в Москве. И плюс Петербурга, что это все находится не очень далеко. Если, конечно, вы не планируете поехать за город, то есть поехать в города, которые находятся недалеко от Петербурга. А так в Петербурге практически все музеи находятся в центре. В Москве же ситуация немного другая. В Москве музеи прям разброшены, да, то есть есть в центре, есть чуть-чуть на юге, на востоке и так далее. То есть постоянно нужно передвигаться и в один день попасть в 3-4 музея или просто в 3-4 места, это достаточно трудно. Итак, мы с вами сегодня прочитали новость о том, как иностранные туристы возвращаются, то есть снова приезжают в Россию, возвращаться, вернуться. И уже некоторые туристы уже в конце марта, туристы, то есть здесь именно акцент на том, что это иностранцы или люди из стран, которые раньше не ездили, которые были закрыты. И вот из этих стран, там, например, Арабские Эмираты, Египет, Индия и так далее, из этих стран начинают приезжать туристы. Плюс или минус, хорошо это или плохо, решайте сами. И интересно, если вы хотите, то поделитесь, напишите мне, это хорошо или это плохо, что начинают приезжать иностранные туристы в Россию.